Привет, друзья! Это вторая часть видео про самодельный биокамин. И сегодня я покажу, как сделал биокамин с идеальным для квартиры объемом, временем горения и размером пламени. В прошлом видео я показывал, как быстро и просто сделать небольшой биокамин для дома. Но время его горения и размер пламени меня не удовлетворили. Если кто еще не видел прошлое видео, рекомендую сначала посмотреть его. Ссылка появится выше и будет в описании. В этом видео я буду делать биокамин гораздо большего размера, все из того же ржавого хлама, что есть под рукой. А под рукой есть только вот эта квадратная труба с сечением 50 на 50 и толщиной стенки около 3 мм. Решил делать камин длиной 400 мм. Отмеряю и отпиливаю два куска в размер. Буду сваривать их вместе. Проще, конечно, было сразу взять профильную трубу сечением 50 на 100 мм. Это бы гораздо упростило процесс изготовления и сэкономило уйму времени. Но у меня в наличии такой не было, а с покупкой в сельской местности не все так просто. Сразу снимаю фаски на торцах для лучшей приварки заглушек. Теперь размечу будущую прорезь, из которой будет гореть сам огонь. Ширина ее будет примерно 12 мм. От краев отступаю по 4 см, а также нанесу линии, по которым буду срезать лишние стенки у труб. А теперь отпилю все лишнее. Как я уже говорил в прошлом видео, при создании этих биокаминов я впервые использую как болгарку, так и сварочный аппарат. В то время как со сваркой у меня сразу возникли проблемы, пилить болгаркой мне далось на удивление легко. Получались незначительные неровности, которые легко устранялись напильником. Отпилил все лишнее и получил две вот такие симметричные детали. Все места сварки нужно хорошо зачистить, удалить все заусенцы. Прохожусь напильником по внутренней части, чтобы счистить ржавчину. Выравниваю края. Все готово к сварке. Тут возникли первые трудности. Из-за слишком тонких стенок и малых площадей примыкания половин друг к другу возникли сложности с их позиционированием. Мне никак не удавалось зафиксировать их струбциной. Поэтому я решил слегка прихватить половины сваркой в разных местах. И снова столкнулся с трудностями новичка. То дуга не зажигается, то электрод намертво приваривается к заготовке, из-за чего я непрочно прихватил детали в некоторых местах и начал сваривать половины. Когда проварил единым швом уже сантиметров 10, сварка с другого конца не выдержала и лопнула. И детали страшно перекосило. Все приходит с опытом, а у меня его не было. Теперь надо думать, как это исправить. Сначала хотел распилить все и попробовать начать заново. Но решил попробовать стянуть все струбцинами. После долгих мучений мне удалось зафиксировать конструкцию в более или менее ровном состоянии. А дальше снова старые грабли. Сначала дыра образовалась, которая никак не хотела завариваться. Затем сплавились губки у струбцины, которая там была, чтобы придерживать всю конструкцию в самом начале, но я забыл ее убрать. Зато мне удалось зафиксировать всю конструкцию в ровном положении, и я начал проваривать шов на всю длину по чуть-чуть с разных краев. Этот шов, пожалуй, самый кривой из всего, что я делал на канале. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Было бы удивительно, что я, впервые взяв в руки сварочный аппарат, сразу бы идеально ровно все сварил. Успокаивал я себя. Предварительно зачищаю все швы, чтобы выявить возможные непроваренные участки. Теперь нужно сделать заглушки для торцов. Нашел кусок 4-мм листа железа, такого же ржавого, как и вся конструкция камина. Перенес размеры штангенциркулем. Отпилил, зачистил и снял фаски. Приваривать заглушку пока буду только с одного конца. Фиксирую ее струбциной и прихватываю сваркой. И тут во мне открылся сварщик. Сварщик, парень работящий. Остальные швы получались быстро, почти ровно и без косяков.
Чтобы удержать наполнение внутри камина, буду использовать металлическую сетку с ячейкой около 2 мм. Вырезаю ее по размерам камина и вставляю внутрь. В прошлом видео, перечисляя материалы наполнения биокаминов, совсем забыл про керамическую вату. Ее в большинстве случаев и используют производители биокаминов. Я даже встречал ее на Алиэкспрессе по какой-то нереальной цене за небольшой кусочек. Я буду использовать каменную вату на основе кварца. Абсолютно негорючий материал и, как показал опыт тестирования прошлого биокамина, вполне подходящий для использования в качестве наполнения. Только вот в этот раз буду уплотнять ее гораздо сильнее, чтобы снизить интенсивность горения, расход биотоплива и уменьшить размер языков пламени. Креплю струбциной заглушку и можно приваривать. И знаете что? Кажется, я освоил новую профессию. Сварщик. Все приварилось ровно и без косяков. Заклеиваю прорезь изолентой, чтобы в нее не налетело мусора во время шлифования. Но надолго ее не хватило. Прошлифовал шов, а при шлифовке в верхней плоскости она начала мешаться и пришлось ее удалить. Прошелся по всей поверхности сначала болгаркой, затем шлифмашинкой. Получилось такое интересное полуматовое покрытие. Я не стал вышлифовывать поверхность до идеала. Чтобы вид был более брутальным, оставил следы окисления металла и ржавчины. На мой взгляд, получилось прикольно, можно и так оставить. Камин готов, и теперь самое интересное, пришло время его потестировать. Простыми вычислениями я получил внутренний объем биокамина, равный 1,65 кубических дециметра. Если учесть плотно забитую кварцевую вату, можно предположить, что в него поместится максимум 1 литр биотоплива. После тестов первой версии камина у меня осталось ровно половина литровой бутылки биотоплива. Выливаю его полностью. Поджигаю. Получается не с первого раза, и при солнечном свете сначала даже не видно пламени. Только по легкому искажению воздуха над камином можно понять, что он горит. Остается ждать, пока он достаточно разгорится. Отнес его в помещение и для теста нагрева подложил ничем не обработанную дощечку. Полного нагрева пришлось ждать около 10 минут. Языки пламени стали достигать высоту 10-12 см. И этого вполне достаточно для безопасного использования биокамина в квартире. Возможно, если бы получилось увеличить пламя до высоты в 15 см, было бы еще эффектнее и не опаснее. Надо будет подумать, как немного снизить плотность каменной ваты под прорезью. Плюс высоту языков пламени должна увеличить заправка его большим количеством биотоплива. А пока я очень доволен результатом. Спустя 30 минут горения корпус нагрелся сильно, но к нему вполне можно было прикоснуться, не получив ожог. На подложенной дощечке тоже никаких следов воздействия высокой температуры. Эти два темных пятна – металлическая пыль, оставшаяся после шлифовки. На 500 мл топлива камин прогорел ровно 2 часа, и это говорит о том, что мне удалось сделать его максимально экономичным. И вот вам для сравнения обе версии биокамина. Здесь вы можете видеть, насколько эта версия больше предыдущей. После затухания и остывания на камине образовалось вот такое досадное пятно. Это следствие длительного нагрева. А вот на подложенной доске за все время горения и остывания так и не появилось следов термического воздействия, что говорит, что его вполне можно использовать в квартире. Но ставить прямо на мебель я, конечно, его не буду и всегда буду использовать какую-нибудь термоустойчивую подставку. Даже была идея сделать ее из бетона или газоблока. Нужно будет еще подумать на эту тему. А на этом у меня на сегодня все. Пишите в комментариях под видео ваши предложения по улучшению конструкции или внешнего вида этого биокамина. А я благодарю вас за просмотр, увидимся в следующих видео.